Приветствую, мои дорогие, спасибо за проявление интереса. Я сегодня вам покажу 10 омолаживающих упражнений за 10 минут в день, которые дают потрясающий результат омоложения. Меня зовут Рафаэль Багаудинов, здесь вы можете ознакомиться с тем, кто я такой, не буду слишком долго и подробно на этом останавливаться. Посмотрите, каких результатов можно достичь с помощью самомассажа лица. Вот, например, возьмем фотографию Анастасии. Посмотрите, как у нее за несколько сеансов улучшилось состояние лба, подтянулся овал лица, губы стали пухлее, раскрылся взгляд и многое-многое другое. Такого результата можно достичь всего за несколько недель. После выполнения моих рекомендаций лица людей по-настоящему расцветают. Овал лица становится красивым, ровным и четким. Разглаживаются мелкие морщинки и улучшается настроение. На вас обращают внимание окружающие люди, особенно противоположного пола. А вот теперь задумайтесь, есть ли у вас четкий план, как побороть возрастные изменения. Знаете ли вы, как это делается? Возможно, вы сейчас подумаете про укольчики красоты. Раз-раз укольчик и все в порядке. А может быть что-то другое. А что, если вы сможете, делая этот комплекс регулярно, уже через несколько недель иметь хороший стойкий результат? Готовы ли вы к этому? Что, если все-таки это возможно? Просто нужно выйти из зоны комфорта и начать заниматься. Выработать привычку, которая позволит вам в любом возрасте выглядеть прекрасно. Наверное, вы сейчас подумали, да невозможно каким-то там массажем омолодить лицо, да еще и время на него тратить. Проще какой-нибудь укольчик красоты влепить и забыть о проблеме. Но на самом деле первопричина-то не проработана. Инъекции – это маскировка возрастных изменений. А первопричина обычно кроется в фундаменте. Вот представьте дом, который стоит на фундаменте, и с годами он немножко покосился. Что с ним можно делать? Красить этот дом? Или какой-нибудь сайдинг налепить? Нет, конечно же. Нужно укреплять фундамент и каркас, чтобы дом снова встал красиво, ровно и четко. Так же, как и овал лица. Вот в чем подход самомассажа. Мы работаем с первопричиной. Уже очень скоро вы сможете убедиться в результативности моих рекомендаций. Просто на это нужно выделить немножко времени. А его всегда можно выделить. Было бы желание. А про укольчики скажу, что я не противник инъекций, но это подход, который стоит применять только в том случае, когда уже ничего не помогает. И укольчики, конечно же, сопровождаются большим риском. Начинайте с безопасных методов поддержания красоты. Позвольте мне стать вашим проводником. Я вам помогу. Я хочу, чтобы вы не спешили делать инъекции и прибегать к инвазивным методикам, так как это все-таки наука о маскировке недочетов. Вы не должны быть наедине со своими возрастными изменениями. Это опасный путь. Это путь к увяданию вашей красоты. Данная техника самомассажа крайне результативна, и без нее ваша красота, к сожалению, будет увядать. А с массажем вы в любом возрасте будете выглядеть прекрасно. Хоть в 35 лет, хоть в 75. Просто начните регулярно, всего раз в несколько дней, поддерживать тонус ваших мышц. И это станет полезной и приятной привычкой. Привычкой любить себя. Вы будете чувствовать пользу и отдачу от этого. Почему вы находитесь наедине со своей проблемой? Возможно, вы не верите, что получится именно у вас. Сейчас я продемонстрирую, как это просто на примере 10 моих самых любимых упражнений. Они дают отличный результат уже с первого применения. Приготовьте, пожалуйста, какое-нибудь масло или крем, они вам понадобятся. Предварительно умойте лицо и выпейте стакан воды. И мы продолжим. Вы выпили стаканчик воды и умылись. Это очень важный этап, и я прошу вас их не пропускать. Это необходимо для работы нашей лимфатической системы и освобождения лица от отеков. Теперь самое время проработать лимфатическую систему, то есть проработать лимфоузлы. Поставьте 2 пальца в область перед ухом, предушные лимфоузлы, и начинайте мягкую-мягкую прокачку. Сильно давить не нужно, здесь вы работаете не с мышцей, а с лимфатической системой. Большой палец при этом у вас под ухом. В течение минуты выполняйте такой лимфодренаж. После чего указательный палец над ключицей, средний палец под ключицей. Легкое растирание. И то оно больше такое вибрационное. Я не пытаюсь разогреть эту область. Слегка растираю с 2 сторон. Воду выпили, умылись, подготовили лимфатическую систему. Теперь только можно приступать к самомассажу. 10 моих самых любимых движений. И начинаем мы, конечно, с шеи и с проработки платизмы. Мышцы платизма
очень сильно может нас состарить, поскольку образовываются на шее кольца Венеры. Линия челюсти и линия ключицы должны быть параллельны между собой. Поставьте вот так, сделайте букву «ы», видите, мышцы шевелятся, и наверх. С усилием, с сопротивлением вытягиваем по 5 раз с каждой стороны. Поставили букву «ы», вытянули. Вот это вытяжение расслабляет и вытягивает мышцу. И в то же время оно является упражнением, поскольку мы мышцу тонизируем, даем ей сопротивление. Следующим этапом мы наносим какое-нибудь удобное и любимое ваше средство. Средство для массажа. Распределяем по шее. Указательным пальцем мы двигаем вниз. Хорошенечко разогревайте. От самой линии челюсти и до самой ключицы протягиваем. С другой стороны точно так же. Постарайтесь при этом мышцу держать расслабленной. Не напрягайте ее. Так проминание будет гораздо глубже. Большим пальцем левой руки с левой стороны вытягивайте наверх от ключицы и до самой линии челюсти. Не прикасайтесь к щитовидной железе. Эту область нужно обходить. Третье движение. Разгреваем шею сзади. Обнимаем себя и протягиваем. Вот так это должно выглядеть. Движение идет от локтя. У меня даже пошли мурашки. Я надеюсь, что у вас тоже. В этом движении я стараюсь макушку тянуть наверх и вытягивать мышцу вниз всей плоскостью ладони. Мы промяли шею, и настала пора линии челюсти. Нанесите ваше средство на линию челюсти. И начнем мы с жевательной мышцы, которая напряжена абсолютно у всех людей. Поставьте большой палец на угол молодости. Вот он. Упираем. Это опорный палец. Работать будет указательный и средний. Нужно костяшками впиться в эту мышцу и круговыми движениями расслабьте. Расслабьте ее. И круговыми движениями выминайте до линии скул. Проходите прямо вот до сюда. Больновато. Я думаю, что вам это тоже ощутимо. И опять вверх. Примерно по минутке на каждое упражнение. Я не буду об этом много раз говорить. Запомните, по минутке на каждое упражнение. Следующее движение – укрепление линии овала лица, линии челюсти. Большой палец встает костяшкой под челюсть, прямо вот сюда. И как по рельсе вот здесь будет скользить. Остальной кулачок прижимается к щеке. Вот таким образом. Вот. И наверх. Вот так. С двух сторон поставили. И наверх. Тоже в течение минуты. Не забывайте про костяшечку, которая ходит под челюстью, поскольку платизма, с которой мы уже поработали, крепится именно здесь. И именно от точки крепления начинается ее спазм. Не забывайте здесь тоже проглаживать и прорабатывать. В следующем массажном движении мы будем прорабатывать наши щеки. И будьте осторожны, если у вас есть брекеты или длинные ногти. Поставьте пальцы следующим образом, где заканчивается жевательная мышца. Вот она идет, здесь такая ямочка. Упритесь в нее внизу, и от линии челюсти мы будем вытягивать мышцы к скулам. Вот здесь. Почувствуйте, как прощелкивают мышцы. Вот так. Потихонечку мы идем, как видите, к уголкам рта. Здесь работайте тоже. Вот эту область нужно вытянуть. И опять возвращаемся сюда и начинаем движение заново. Примерно 3 прохода. Ну, это и займет у вас плюс-минус 1 минуту.
Скуловые мышцы у нас идут следующими по списку. Начертите линию от уголка рта до пика скуловой кости. Поставьте палец и с той же стороны, где рука, то есть если правая скуловая мышца, то и правая рука, обнимите палец и захватите мышцу средним и большим пальцем. Везде работаем средним и большим пальцем. Почему? Потому что с указательным пальцем площадь контакта меньше, нежели чем со средним. Если слишком скользко, вы можете салфеточкой аккуратно убрать лишний крем или масло, но лучше адаптироваться и поймать мышцу с маслом, поскольку это позволит вам не растянуть кожу и работать детально конкретно с мышцей. Научитесь ее захватывать. И с другой стороны, аналогично. Начертили линию, обхватили, схватили мышцу, прорабатывайте хорошо. Но в то же время знайте меру. Слишком сильно делать тоже не стоит. По минуте с каждой стороны. 8-е упражнение – это проработка мышц, поднимающих верхнюю губу. Очень важно их прорабатывать, поскольку носогубная складка получается именно отсюда. Проворот наверх, проворот вниз. Проворот наверх, проворот вниз. Всю площадь носа вниз. Это тоже очень важно. 9-е упражнение. Поставьте пальцы возле крыльев носа и расшевеливайте вот эту область. Считайте, что эта точка является первопричиной появления носогубной складки. И остается 10-е, мое самое любимое упражнение, которое разглаживает лоб замечательнейшим образом. Поставьте пальцы друг на друга, на лоб, и начинайте прорабатывать крапивку. Хорошенько перетирайте между собой пальцы. Дополнительно крем не добавляйте. Немножечко должно быть чувство трения. Мы как будто бы клеим обои. Поднимаемся вверх, вверх, вверх. Работайте только по направлению вверх. Хорошенечко протирайте. Лоб должен быть красным после выполнения этого упражнения. И точно так же, но уже вертикально. В стороны ушли. После массажа не забудьте выпить еще стакан воды, прокачать лимфоузлы и тщательно умыться. Обратите внимание на ощущения после этого коротенького самомассажа. А если вы проработаете каждую мышцу, представляете, что тогда происходит? Только представьте, какие вас ждут ощущения. Я вам дал сейчас отличный самомассаж. Но этого мало. Ведь нужно проработать каждую мышцу, поскольку каркас представляет собой огромную паутинку, где каждая ниточка между собой связана. Например, если скуловые мышцы перенапряжены, то им, разумеется, сопротивление дает мышца, опускающая угол рта. Это сюда тянет, это сюда. Здесь подключается круговая мышца рта. Все это между собой перетягивается. И расслаблять отдельно скуловые мышцы смысла нет, поскольку вот эти тянущие мышцы, они все равно приведут мышцу обратно к состоянию спазма. Вам нужно уметь диагностировать это и устранять. Я учился этому курсу самомассажа не у какого-то преподавателя, не в какой-то школе, а на сотнях и сотнях лиц, которые прошли через мои руки с 2015 года. Это мой многолетний опыт, и я готов этим опытом с вами поделиться, передать его, так сказать, из рук в руки. Я предлагаю пройти вам мой полный курс самомассажа, который позволит подтянуть лицо, уменьшить морщины и всегда выглядеть красиво, свежо и молодо. Он построен на двух техниках – скульптурного и букального массажа. Скульптурный массаж, как вы уже могли догадаться, подразумевает лепку лица, придание ему определенной формы. Это некое подобие того, что мы делали сейчас. Самостоятельная процедура, дающая прекрасные результаты. Но совместно с букальным получается синергетический эффект, очень мощный результат. Букальный массаж делается через полость рта. То есть вы захватываете мышцы изнутри и снаружи и прорабатываете очень глубоко и детально. Интереснейшая и очень
эффективная и результативная техника. Мои курсы прошли уже более 5000 человек, и я являюсь самым опытным специалистом в этой сфере. Таких знаний и навыков вы не получите больше нигде. Мой курс по самомассажу – это уникальный продукт, аналогов которому на рынке просто-напросто нет. Он способен изменить вашу жизнь, сделать вас увереннее в себе и привлекательнее. Вы будете любоваться своему отражению в зеркале. После получения курса ваше лицо будет в надежных руках. И не в моих, а в ваших собственных. В них будет заложен навык поддержания вашей красоты и молодости, и это останется с вами навсегда. Это никогда не обесценится. Мой подход позволит вам комплексно и качественно поддерживать каркас лицевых мышц, и благодаря этому мышцы лица ваши всегда будут под контролем, всегда в тонусе, от этого овал лица будет четким и ровным, назло годам и другим факторам, которые влияют на вашу внешность. Букальный массаж – это вообще интереснейшая техника. Она позволяет очень глубоко и детально проработать каждую мышцу. И снаружи такой проработки просто не достичь. Невозможно так глубоко проработать мышцы. Так что это очень результативный массаж. И сам процесс очень интересный, но ответственный и тонкий. Существует огромное количество техник по самомассажу не только, и преподаватели, которые этим техникам обучают. К сожалению, это изобилие имеет обратную сторону. Очень много специалистов некомпетентных, поэтому я призываю вас быть аккуратными и доверять только профессионалам. Сейчас я расскажу, как устроено обучение в моей школе самомассажа. Вас ждут 4 модуля, доступ к которым предоставляется последовательно. Первый модуль, что в него входит? Telegram-бот, который позволит вам отследить ваши результаты. Во-первых, вы будете шаг за шагом наблюдать за изменением вашего лица. Во-вторых, он всегда напомнит вам о процедуре. Вы сами выберете удобное для вас время и будете получать напоминания делать сам массаж. Так ваша мотивация будет поддерживаться, и вы ничего не упустите из виду. Telegram-бот также будет отвечать на ваши вопросы, помогать вам во всем. В общем, это моя правая рука. Перед тем, как приступить к основному обучению, вы научитесь учиться самомассажу. То есть, я расскажу о последовательности, о том, как правильно нужно впитывать в себя, в свои руки, знания, и будете понимать все основные тонкости процедуры. Модуль номер 2. Вы получаете, во-первых, теоретическое пособие, к которому всегда можете обратиться. Во-вторых, у вас будет урок по анатомии и физиологии, чтобы вы понимали, как нужно взаимодействовать с мышцами. Это очень важно. Изучите работу и функции лимфатической системы, как работать с лимфодренажем и многое-многое другое. Подготовительный теоретический базис. Третий модуль самый интересный. Здесь вы изучите техники скульптурного и букального самомассажа. Узнаете все основные тонкости этой процедуры, как правильно и последовательно все выполнять. Урок за уроком вы постепенно наполните сосуд. То есть вы подниметесь от проработки шейно-воротниковой зоны, зоны декольте, к линии челюсти, к линии скул, линии лба. После этого скульптурный букальный самомассаж, который позволит вам как раз добиться желаемых результатов. Помимо того, что вы сами будете изучать видеоуроки, один раз в неделю я буду проводить прямые эфиры с демонстрацией техники, чтобы вам было гораздо легче освоить ее, задать мне какие-то вопросы, на которые я в этом же прямом эфире буду отвечать. Этот модуль является самым главным и самым объемным по количеству уроков. Модуль 4 включает в себя очень полезные бонусы, в том числе ролик-сопроводитель, с помощью которого вы сможете выполнять технику самомассажа последовательно, не запинаясь, вместе со мной. Вы на своем устройстве будете смотреть, как делаю я, без комментариев, и повторять за мной. Это очень удобный формат, но все-таки я хочу, чтобы вы технику самомассажа запомнили и делали по памяти. Чтобы не рассеивать свое внимание на видео, вы должны на кончиках пальцев ощущать ваши мышцы. Это очень важно. На этом этапе еще вам очень здорово поможет Telegram-бот. Вы выбираете удобный день и время для этого ритуала, и Telegram-бот всегда напомнит о процедуре. Также вы сравниваете первые результаты с теми, что уже будут в конце, и поймете, насколько вы продвинулись. Также у вас будет возможность пройти обучение в формате персонального подхода, где мы по видеосвязи будем вместе один раз в неделю делать самомассаж. Таким образом, вы не сможете допустить никаких ошибок, и ваши руки встанут точно в правильное положение. У вас, конечно, могут быть сомнения по поводу того, что это же только видеоуроки, как можно обучиться самомассажу в интернете. На самом деле, я настолько все детально продумал, что у вас в принципе не должно остаться вопросов, как изучать эту технику. Вам и мой бот поможет, и прямые эфиры раз в неделю. Если нужно, вы можете задать мне вопросы, я всегда вам подскажу. Вы не будете одиноки, я протягиваю вам руку помощи.
Да, вы сейчас можете закрыть это видео, но это будет означать, что, скорее всего, в вашей жизни ничего не изменится. Процесс старения, конечно, неизбежен, но у вас есть шанс взрослеть красиво. Вы можете довериться мне и пойти со мной в путь изучения новой полезной привычки, которая останется с вами навсегда и останется как инструмент для борьбы с возрастными изменениями. Вы можете подсматривать какие-то видео, что-то придумать свое. Вот у меня много бесплатных видеороликов. Где-то что-то копировать, собирать, но этого все равно будет недостаточно. Это превратится в набитые шишки или вообще останется в той же точке, в которой вы сейчас находитесь. Либо у вас есть новый путь. Вы покупаете у меня курс, получаете методику, делаете результат и меняете свою жизнь. Какой путь выбираете вы? С этой привычкой всего за 45 минут в неделю вы подтянете лицо, уменьшите морщины и моментально начнете выглядеть свежо, бодро и красиво. Вы получите инструмент по поддержанию своей красоты, естественной красоты и молодости, без инвазивных вмешательств. И вы будете понимать, как противостоять будущим возрастным изменениям и выглядеть прекрасно, абсолютно в любом возрасте. Какие у вас сейчас есть риски? Наверное, ответственность за правильность выполнения массажа лежит полностью на вас. Поэтому будьте внимательны и делайте все четко, как я вам говорю. Завышенные ожидания. В 60 лет вы, конечно, не будете выглядеть на 30 с помощью массажа. Не стройте таких иллюзий. Массаж позволяет выглядеть красиво в любом возрасте. Замечательно. Но на свой возраст. И это самое ценное в этом массаже. Если вдруг вы покупаете курс, и он вам не нравится, что же делать? Пишите мне, и я без каких-либо проблем возвращаю полную стоимость курса в течение суток после его приобретения. Вот такая моя уверенность и гарантия качества моего продукта. Если вы приобретаете курс прямо сейчас, то в течение суток вас ждут очень приятные бонусы. Во-первых, это курс по увеличению пухлости губ, которого нет в продаже. Во-вторых, вы получаете сопроводительное видео с демонстрацией полной техники. В-третьих, вы получаете памятку со всей последовательностью движений, чтобы ничего не забыть и ничего не пропустить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Чтобы приобрести курс, переходите по ссылочке под этим видео и встретимся там.